Друзья, подбираем вот такой вот USB-хаб с сетевым адаптером на Chromecast 2020. Достаточно популярный ТВ-бокс в последнее время, вернее в 2021 году. И я делал обзоры на эти приблуды, и мне прям сказали: Бабл, ты почему не попробовал на Chromecast 2020? Да потому что я две обозрел и две потом попробую, потому что по одной как-то не то было дело. Наша задача сейчас с вами получить рабочую вещь, которая при подключении к Chromecast обеспечит проброс питания на Chromecast, обеспечит подключение через USB мыши и флешки, да, флешки, либо SSD-диски. Но SSD-диски такое себе решение, потому что Chromecast понимает SSD-шки только на FAT32 и, к сожалению, NTFS не читает. В принципе, при включении FAT32 вы можете попробовать сделать его внутренней памятью, и тогда вы просто сможете расширить память вашего устройства с помощью этого самого SSD-диска. И, конечно же, мы должны с вами получить LAN RJ45 для подключения, для тех, у кого, например, нет Wi-Fi 5 роутера, либо предпочитает вообще кабельное соединение. Ну что ж, ребят, берем, подключаем и поехали. Тестируем мы сегодня Ugreen адаптер CM418 и Minix Neo CG. Сразу скажу, Minix Neo CG дороже, достаточно дороже из-за наличия картридеров. Они в металле, и вот такой вот Ugreen, он дешевле. И есть тоже, по-моему, версии на картридере. Короче, ссылки размещены в описании под видео и на обзоры, и на самих проверенных продавцов, и как и на обзор самого по себе Chromecast 2020. Ну, давайте так, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а мы уже начинаем подключать. Включаем сам по себе Chromecast для начала. Потом мы включаем в этот самый адаптер питания. У нас здесь есть Type-C, 2 USB 3.0. HDMI мы не обращаем внимания, он не будет работать. Есть LAN RJ45. Ну и сам он по себе на Type-C. Это именно основополагающее, почему на Chromecast 2020 подбираем, потому что здесь Type-C, как многие знают. Подключаем PD картридер, вернее в PD слот, и включаем в Chromecast. Все, наша вся, в принципе, кухня готова. Теперь нам остается только включить питание. Ну что, рискнем? Заработает, не заработает? А ну-ка, питание подалось, загорелось. Ждем теперь, что у нас включится изображение. Началась загрузка Google TV. Все, загрузилось. Первое, что мы пробуем, это подключить аэромышь через USB. Давайте, подключили, мышь наша забегала, то есть USB уже заработал, питание через приблуду передалось. Второе, мы с вами тестируем LAN RJ45 сеть. Сеть включаем, воткнули и идем в менюшку, смотрим, заработает ли. Опускаемся до Ethernet. Ethernet заработал, уже хорошо. Пробуем Ethernet через Analytics. Не самое лучшее средство для тестирования скорости сети, 320 вниз. В принципе, мы понимали, что через этот самый адаптер мы больше бы и не получили на ТВ-боксе. Это только на компьютере он что-то под гигабит выдает. 323 вниз, 276 вверх. Отличный результат, и LAN RJ45 работает. А что мы теперь пробуем? Мы теперь пробуем подключить сюда обыкновенную флешку. Флешка FAT32. Так, сеть можно выключить, в принципе. Флешка FAT32. Воткнули. То, что ты на Wi-Fi переподключился, это очень хорошо. Давайте флешку смотреть. Так, флешка появилась. Это FAT32. Скорость копирования мы сейчас оценим. И оценим мы ее неудачно. Знаете почему? Потому что разрешения на запись на внешние источники в Google TV нет, как в принципе и в новых Микулах KM6 Deluxe. Потому что, как-то так Google выпендрился и не дает возможность записи. Хорошо, ладно, флешка у нас заработала. Давайте попробуем SSD-диск. SSD-диск мы уже отформатировали под FAT32, и он должен заработать, потому что под NTFS он выдает, что диск постоянно отключен. Хотя сам по себе адаптер видит. Ждем, что он начал моргать. Диск определился 224 гигабайта. Но не стоит забывать, что FAT32, вышли в главное меню, FAT32 не совсем подходит для больших жестких дисков, для больших фильмов, потому что вы туда не запишете большие файлы. Например, 4-гиговый файл туда уже не залезет. Ограничение файловой системы FAT32. Вот такая вот фигня. Давайте пойдем в настройки, в систему.
хранилище, и мы видим USB-накопитель, мы можем его очистить и форматировать как память устройства. Вот тогда вы его сможете использовать чисто как, я не знаю для чего, чисто как память устройства, но я не вижу смысла, потому что записать, ну, вы сможете записывать на внутреннюю память какие-то файлы, ну, через нас, через что? Через самбу туда передавать большие файлы. Неудобно, в общем-то. Подключить можно в FAT32. А в целом Ugreen рабочий. Все, Ugreen мы подтверждаем. Теперь мы пробуем Minix. Почему мы Minix еще решили пробовать, если Ugreen работает? Потому что там есть картридер. Может быть, кому-то картридер нужен. Приходится все варварским способом выдирать. Все наши мышки. Включаем Minix. В него мы включаем питание, насколько он способен пробросить это питание. Сразу включаем USB, не будем долго ходить вокруг да около. И включаем сразу же жесткий диск, вернее SSD с FAT32 системой. И включаем Minix в наш Chromecast. Он включился. Загрузочка пошла. Интересно даже. Google TV. Красиво. Мышь заработала на старте. Ждем, пока теперь прогрузится интерфейс. Chromecast загрузился. Сразу пойду проверю, если уже загрузился Chromecast вместе с устройствами, то идем в систему, хранилище. Он увидел наш USB... Ай, зачем я извлечение нажал? Он увидел наш USB накопитель. Теперь нам нужно проверить, как работает. Ну, выключим сейчас USB накопитель. Ладно, мы поняли, что FAT32 мы съели. Пробуем, как работает у нас картридер. Все-таки у нас для флешек ничего не было. Давайте включаем картридер. Заработает ли картридер вообще? Нет, картридер не работает. Он не прочитал флешку, не захотел. Ну, вот видите, вам и ответ. То есть сразу можно сказать, что лучше купить Ugreen. Почему? Потому что ну, разницы никакой. То есть работает все точно так же, как Ugreen, и дополнительный функционал за дополнительные деньги я не вижу смысла получать, который не работает по сути. Давайте посмотрим сетевые возможности. Через... Так, LAN RJ45 подключился. Даст ли он другую скорость? Давай, поехали. Вниз все то же самое. 317, 320, 221, все то же самое, абсолютно. То есть они работают абсолютно одинаково, без дополнительного функционала. HDMI, сколько мы не мучили, вообще ни для чего приспособить не смогли, но само собой не должно было. Он должен работать через Thunderbolt, для Apple. Здесь в данном случае мы получили вот такой вот вариант. Все, в принципе, работает. Я готов вообще делать выводы по поводу... О, сетевое подключение отсутствует, он вообще отвалился вообще в конечном итоге. Поэтому Ugreen, я думаю, получше будет. Хотя нет, работает. Minix немножко странноватый. Все, переходим, резюмируем. Знаете, что я вам скажу? Если вы для Chromecast 2020 задумали брать какую-то из этих приблуд, то Ugreen работает, само собой, лучше. То есть он универсальнее, он дешевле, он более интересен в плане его эргономики, потому что этот угловатый, и он... Весь это не одинаково, оба металлические. У этого более длинный кабель. Ну не знаю, Ugreen однозначно лучше. Вот серьезно говорю. Наш выбор это Ugreen. И при этом сеть у нас не писала, что она отваливается. Хотя у них функционал абсолютно одинаковый. При том, что функционал картридеров в Minix не реализован. Поэтому ссылки на эти адаптеры в описании под видео. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.